Меня, конечно, вы знаете, совершенно восхитило, и как-то это очень глубокий есть этот самый комментарий, есть. Это вот, значит, сейчас я пошла найду, я пролистнул. У Плауга есть, конечно, серьезная проблема, очень тонкие страницы, и с дрожью перелистываешь, чтобы, не дай бог, не порвалось, так сказать. Вот, посмотрите, ребят. Значит, итак, глава Трума, пасук 25:2. Какая глава, номер главы? 25, 25 глава. да, И какой пасук? 2. Да, да. Мгм. «Скажи народу Израиля, чтобы принесли мне дары». Так, Мгм. и смотрите дальше. «Возьми приношение мне от всякого человека, чье сердце расположено к этому». Это совершенно М, фантастический текст. Значит, то есть до этого как было? Каждый принесет там полшекеля, допустим, да, или каждый там принесет первенца. То есть никаких вот таких слов даже не было, чтобы сердце было расположено или сердце не расположено. И вдруг появляется вот этот текст. И я здесь в Плауге же нашел эту самую комментарий. Вот, смотрите, это Мидраш, да? «Возьмите мне дары», можно прочесть «возьмите меня, ибо когда Израиль обретает Тору и Шкинию, он обретает также и меня». Отсюда «возьмите меня». Это Мидраш. мгм, Значит, мгм. вот. Ибн Эзра пишет, вот эти все пожертвования были добровольными, а из хасидской мудрости это квинтэссенция Торы, благотворительность и добрые дела. Да, и из трудов движения Мусар, я даже не знаю, что это такое, это должно напоминать дающему, каково ощущать себя получающим дар. И, наконец, еще, значит, хасидская мудрость наглядно демонстрирует разницу между глупцами и мудрыми. Первые, давая на благотворительность, думают, что лишь они дающие, последние же знают, что даже отдавая, они получают. Ну, вот такие еще комментарии. Это действительно, я считаю, что это ключевая такая точка в этой главе и одна из ключевых точек, вообще говоря, развития, значит, народа. А здесь, мне кажется, вот здесь на самом деле впервые делается различие между вот действительно понимающими, да, не понимающими, сейчас не совсем так выразился, а людьми, которым это надо, понимаете, которые уже прониклись. И людьми, которые еще, так сказать, ну вот, как бы сказать, примкнули и идут пока вот, значит, потому что весь народ идет. Понимаете, вот это разделение, впервые делается такое разделение, что есть люди, которые вот это действительно, они прониклись Богом, да, прониклись Всевышним, а люди и остальные люди, которые вот идут, значит, ну, потому что народ идет, понимаете, потому что там в Египте было плохо, там и так далее, и так далее. И им только еще предстоит прозреть, понимаете, предстоит это принять, и мы это хорошо видим через одну главу вот в этой истории с тельцом, так сказать, вот когда люди больше, ну, я не хотел бы это слово употреблять, но типа на автоматизме, так сказать, вот это все, понимаете, как все, так и мы. Помните, в предыдущей главе «Не следуй за большинством», да? Вот это те, которые идут за, ну, большинством, меньшинством, за вот могущественным, понимаете? Вот, и это здесь, вот это указание, мне, вообще говоря, вот так вот, это впервые, вот, ведь не было же до сих пор вот таких различий, да? Ну да, были вот Аарон, был Моисей, там, естественно, да, вот вожди.
Но такого различия, вот развлечения в народе не было. И вдруг такой вот бах, и указание такое: возьми у того, у которого, так сказать, ты, ну, у которого сердце расположено к этому. Ну вот, меня это так вот, как бы сказать, очень глубоко зацепило вообще так вот. Вот. Ну, а другая часть, которая, ну, я уже об этом не один раз говорил. Я не знаю, вот в очередной раз я читал, я, помните, я рассказывал, что я многие годы это пролистывал, потому что, ну, такое вот прям инженерное, так сказать, эти, как бы сказать, руководство, да. И вот когда я несколько лет назад понял, что это такое было там 3 с лишним тысячи лет назад, ну, это же, извините меня, это же учебник, ну, как бы сказать, для высшего образования, самого-самого высшего образования для людей, которые, школ-то не было, понимаете? Вот. И вот с тех пор я говорю, что это, для меня вот это вот всегда вот это вот такая возвышенная часть Торы, именно связанная с образованием. Вот то, что здесь расписано, как мешкан надо делать. Ну вот, собственно, вот это две, так сказать, 2 моих соображения. Но я еще раз говорю, вот вчера, когда сидел, смотрел вот еще раз, я с таким удовольствием читал. Вот я говорю, раньше пролистывал, потому что, ну, технические какие-то подробности. Вот сейчас я это читаю, и, понимаете, я наслаждаюсь тем, что вот как представишь себе, что это было. Это даже сейчас, в общем, не просто читать и понимать, да. Даже если представить себе, что мы все измерения знаем, что там все, допустим, в метрах, сантиметрах и так далее. Да, вот если это представить себе, все равно не просто читать. Даже если расшифровать все вот такие нам еще неизвестные вещи, это действительно очень глубокий текст, в смысле инженерный текст. Ну, а что это было 3500 лет назад, это, конечно, фантастика. Конечно, да. Вот. Я не могу сказать, что я до сих пор понимаю, как взаимодействуют между собой эти размеры, потому что, ну, предположим, вот для меня это так и осталось загадкой, несмотря на то, что читаешь, объяснение есть, но вот почему-то Раши вообще пропускает очень много деталей, просто пропускает. Например, мы точно знаем, что весь шатер, ну, то есть балки стояли, корпус этого нашего первого храма был 30 метров, 30 локтей на 10 локтей. То есть это 15 метров на 5, 15 на 5. А ткани мы берем 10 по 2, то есть их 20 метров. Соответственно, значит, 10 по 4 локтя. Это, значит, по 2 метра. 10 по 2 метра. 20 метров, а так 15 метров. Так, То есть точно. куда-то еще деваются. Они с двух сторон. С западной, там, где задняя стенка, и в начальной свисает, не свисает. Ширина этих локтей, ну, предположим, так, первые, вернее, в локтях ширина ойля, то есть внутреннего шатра, 28 метров, одна полоса ткани, 28 метров. У меня коробочка 5 метров на 5 метров. Куда девать, куда девать Оставшиеся метры, да. 14, да, у меня 14 метров, то есть вот впритык, то есть такое впечатление, что они не доходят до края, эти внутренние, а внешние там уже э, по 30 локтей, они, соответственно, значит, 15 метров, тогда у меня получается, что они до края доходят и в пазы в какие-то ходят. Почему внутренний на полметра не доходит? Не понимаю. Ну, так вот. Внутренний, то есть внешне перекрывает внутренний, внутренний не доходит. Наверное, что-то там в этом было важное, что надо было внутренний шатер делать меньше, чем внешний.
Потом, опять-таки, шкуры тахаши у меня плохо укладываются. Шкуры тахаши, они лежат, ну это еще в Талмуде обсуждается, они лежат на шкурах красных, или, то есть сделанных из бараньих шкур, или это, как говорит один раввин, половина из бараньих шкур, половина из тахашьих шкур. Не знаю. Ну, в общем, это очень трудно. Хотя с точки зрения вот той, которой вы говорите, я имею в виду с точки зрения геометрии, это не совсем математика, с точки зрения геометрии, по крайней мере, вот для запоминания, это же надо видеть, то есть один накрывается другим, третьим, четвертым слоем, потом слои поднимаются, и их взаимодействие человек должен зрительно представлять. Да, это представлять же надо. Это, я говорю, это для меня, я вот сижу, читаю, я говорю, я не вдаюсь вот в эти тонкости, сколько в локтях, там, меньше, больше. Ну, просто само описание, вот, условно говоря, инженер пришел для того, чтобы это построить, да. Вот просто первое чтение, оно просто ошарашивает, понимаете. Это сложнейшее сооружение, которое со всеми деталями расписано. Ну, а еще раз говорю, если уйти от того, ну, представить себе, что все размеры понятны, известны и так далее, то все равно это очень непросто. А если эти загадки, так сказать, решить, то тут, конечно, было бы очень здорово. Ну, вот так. Собственно, Да. вот это. И здесь же еще очень много, вот, как это называется, деталей, которые не только, значит, геометрические детали, а детали материалов, да. То есть вот если этот список, не знаю, писал ли кто-нибудь когда-нибудь этот список, вот буквально материалы для этого, материалы для этого, материалы для этого, это, вообще говоря, тоже это было бы само по себе, так сказать, интересная работа была бы. Вот. Да. Ну, это вот, я говорю, это вот геометрия, инженерное дело. Но представляешь, когда представляешь себе, что это вот несколько тысяч лет назад, конечно, это что-то поразительное. Просто что-то поразительное. Да. Немножко для меня, как для человека знакомого, в том числе, мы на таком уровне, мы все знакомы с архитектурой. У нас сказано, что нужно поставить 5 столбов на входе, несколько там столбов там, где должна завеса висеть. И столбы стоят, и они вставлены в подножье. Но у нас сверху нет балки, которая бы их соединяла. У нас написано, что крючочки висят прямо на столбах. Крючки, на которых должна висеть завеса, тогда мы сразу представляем, что это вертикальные какие-то столбы, которые стоят в неких подножиях, и на них вот так, провиснув немножечко, висит парохет, висит то, что отделяет завеса, отделяющая святая святых от святилища. Да. И сами столбы, 5-метровые столбы. Мы сейчас с вами живем в квартирах, ну, современных, я имею в виду, значит, это примерно, очень часто бывает 2,45. 2,45 – это высота потолков. Вот представьте себе в 2 этажа столб, стоящий на какой подставке, сколько ширина подставки и глубина подставки должна быть, чтобы 5-метровый столб стоял, а не качался и не падал. Он же стоит внутри святилища. То есть сверху на него только ткани ложатся, и потом сверху шкуры. То есть столбы не поддерживаются, вот на них, у них нет поперечной балки, которая бы объединяла бы все столбы и соединяла бы со стенами. Ну, я надеюсь, что да, они будут стоять, и от прикосновения, если там священник обопрется на него, этот столб не покосится, не упадет. Но для меня, вот как для юного архитектора, мне не хватает креплений немножечко. Но, Рэбби, здесь я это вот всегда думал таким образом. Это как раз
как бы сказать, да, действительно, вот это горизонтальные, так сказать, опоры отсутствовали, но я думал, что это делалось, ну, типа, как бы сказать, вот эти кольца, через них пропускались веревки, и это держалось на вот, как это называется, ну, на На распорках. натяжении, да, да, на натяжение веревок, как бы это вот примерно так. Но это, конечно, это гипотеза. Ну да, у нас здесь нет на что опереться. У нас не написано, что возьмите веревки и прикрепите. Только колышки двора. Только колышки двора указаны. Колышков внутри святилища и быть не может, иначе люди бы спотыкались. Мгм. Ам, Я не могу сейчас. Мгм. Да, Ну, я вот до такой детали, конечно, это самое. вот. И еще немножечко, да. Ну, это наши комментаторы немножечко гадают, как и что должно быть сделано. Например, обратите внимание, 26, глава 26, Мгм. посуд 28. У меня здесь вообще неправильный перевод. Я имею в виду в той маленькой торе, которой я пользуюсь, но 26 я здесь попробую найти. По-моему, у Плаута это более правильный перевод. Это Там срединный написано. засов внутри брусьев, вот этот. Вот. Вот у меня, я могу вам свое прочесть, серединный засов, full stop, точка, должен проходить сквозь балки из конца в конец. Зачем? Почему здесь перевод нет внутри балок? Ну, то есть Брусьев, вот этих да. вот Мгм. брусьев, да, внутри брусьев. Почему здесь нет? Потому что это проблема. На каждую сторону должно быть 4 коротких и один длинный. Здесь говорится, что средний засов из 5 средний должен проходить от одного От края одного конца до стены, другого, да, да. до другого. И он написан внутри брусьев. То есть мы получаем вот что. 4 бруса, окованные золотом, находятся с внешней стороны, а Мгм. один внутри, так, чтобы его не было видно, он идет от стены до стены. И вот само положение, почему брусья одни внешние, другие внутренние, с точки зрения, ну, скажем так, архитектуры не имеет значения, они внутри или это сила скрепления одна и та же. Ну, вот здесь у меня в переводе нет, потому что это очень спорный вопрос. Само слово «бетох», сейчас это здесь 28. Да, «бетох». Внутри. В общем, вы знаете, это, скажем так, головоломка, потому что пытались, мы знаем с вами, что пытались воспроизвести Да. шатер, и кто-то себе хорошо так его представляет, кто-то так себе его хорошо представляет. Э, Но это трудно. Что меня поразило однажды, я видел это, по-моему, в Амстердаме, в музее, это наш очень хороший знакомый Ван Волен, раввин, создал еврейский музей и построили, они там сделали вот макет, ам, макет переносного храма, первого мешкана, и мы все стояли рядышком и смотрели, какое же это крохотное. Там стоят фигурки соразмерно в высоте стен и высоте ограды двора. И как мало человек могут поместиться 50 на 50 метров, мы с вами представить себе можем. Это 200 человек, все, максимум. Ну, Какие естественно. 600 тысяч, какие 600 тысяч Нет, могли конечно, об поместиться? этом речи даже не было, конечно. Да. Единственное, что мы можем себе, опять-таки, это все фантазии. Мы не можем себе представить, тем более каждый раз это было по-разному, что сам мешкан мог стоять в низинке, и вот все окружающие холмы
были заняты зрителями, которые могли, так сказать, присоединиться к богослужению, если не давая на жертву непосредственно в храм, то, по крайней мере, видеть, как трудятся левиты и коэны. В общем, это было такое очень крохотное, очень маленькое сооружение. Самый большой, который мы знаем, храм, а храм – это продолжение скинии собрания, продолжение Мишкана, это развитие идеи Мишкана, мы уже говорили об этом. Самый большой – это храм Горду, храм Ирода. Он перестроил его так, чтобы было больше пространства для тех, кто туда ходит, но так или иначе мы должны себе представлять, что в праздник это должно быть, это не разовое зрелище, вы пришли, как мы приходим там в театр или какой-то там на стадион, там, зрелище, мы пришли, сели, посмотрели и ушли все вместе. Нет, это должно быть постоянно действующее событие, то есть ты пришел, сделал то, что тебе нужно, ушел быстро, потому что за тобой стоит очередь, и это весь день идут жертвоприношения, поток людей. Тогда мы можем себе немножко объяснить, как это происходит. Хотя понимаю, что ультраортодоксальные люди будут говорить о том, что храм – это особое пространство в этом мире, в котором всем хватало места. То есть вот будет 2 миллиона, будет 2 миллиона. Если соберутся все евреи, значит, все 15 миллионов поместятся во дворе храма, и всем будет не тесно. Ну, это хорошая идея для, Да. так сказать, приятного душевного ощущения, но мы с вами знаем, что если это стояло в реальности, то это правда должно было происходить вот процессуально, то есть не результативно, а процессуально. Я взял Да. свою овечку, отдал ее, посмотрел, если успел посмотреть, как дым от нее стал возноситься, это моя жертва уходит, и отошел в стороночку, а может быть даже просто отдал и отошел. И вот общее настроение, что наши дымы объединились вместе и уходят, ну, наверное, что-то вот такое. Вот я именно так всегда себе это представлял, что даже не пришел и не посмотрел, а просто принес и отдал, и ушел. Ушел, может быть, действительно в стороне встали, смотрели, как этот дым возносится. А может быть, даже этого не сделал. Но главное вот эта сопричастность. Да, Сопричастность, которая вот любого человека из любой точки, он понимает, что это его дом. Ну, в смысле, не его, конечно, в смысле, это тот дом, который нас всех объединяет. Да, вот что главное, так сказать. Не обязательно присутствовать при том, как будут эту овечку резать, там, возносить, там, на алтарь всесожжения, так сказать, класть и так далее. Вот, мне кажется, да, вот это вот главное было. да. И вот если мы объединим, попробуем объединить вот наше сегодня, сейчас, вот то, что мы сейчас только что сформулировали, о важности сопричастности, и потом вернемся к вашему первому вопросу о том, что люди, у которых сердце склонено было к тому, чтобы Сердце принести. расположено к этому. Это, вот Да, я да, говорю, да. это фантастика просто. Это вот, это нечто. А, Сердце, у меня перевод сердце, которого пожелает. Но Ну, надав, да, корень, надав, это ядвену, либо подвигнуто будет сердце его. Это очень часто переводится как благородство. ага, Вот ют тут это префикс. Дав корень – это говорит о том, что это вот склонность, расположенность, приятность, доброжелательность и благородство в некоторых случаях еще переводится. Что у нас с вами происходит? Я имею в виду с нами, как с людьми, просто с точки зрения психологии. Первое время все, что мы делаем, потому что нам говорят.
это родители. Не делай, не бери, не трогай, ешь, спи и так далее. Это действие по приказу, самый простой уровень. Второй уровень – это делай как папа или как мама. Ребенок старается подражать, имитировать. Его ли это решение? Он сам участвует в том, что происходит? Нет, чаще всего имитирует. Помощь от него, ну, самая маленькая, какое только может быть, до тех пор, пока в нас не приходит перелом, не происходит перелом душевные изменения. Чаще всего мы говорим о возрасте бар мицвы. Именно тогда мы вменяем, еще юноши и девушки, мы вменяем в обязанность исполнения заповедей. И вот в этот момент они вдруг осознают себя как взрослые, ну, по крайней мере, мы помогаем им это сделать, осознают себя как взрослые и берут на себя ответственность. Вот в этот момент у него два возможных решения. Это бунт, мы с ним столкнемся, скоро Да, 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 это да, бунт, да. это значит, отрицание опыта родителей, я сам по себе, либо то, что мы называем хахам, молодой человек, это на Песах Седере мы четыре типа сыновей разбираем. И вот хахам, он действительно хочет участвовать, потому что понимает. То есть вот впервые у него нечто, то, что он делает, это то, ради чего было предыдущее воспитание. Дальше он пойдет уже сам, и дальше он уже своих детей будет воспитывать и подталкивать, и инициировать их, чтобы они что-то там делали. Но теперь он ведет себя как взрослый человек. Так вот, ощущение, осознание того, что мы принадлежим к одной общности, как бы мы друг друга не любили и не любили, мы принадлежим к одной общности, которая называется еврейский народ, мы принадлежим к общности людей, у которых есть свое предназначение, своя задача. В данном случае это задача, люди видели, что говорит, что делает Моше и Аарон. В данном случае еще нет, это будет чуть позже, в других главах, но задумка. Вот взрослость, наступление от поры, меры ответственности за то, что ты делаешь. Тут очень много, я говорю, начинается с того, что просто принеси, чтобы из этого можно было сделать. Ведь люди не делали святилище. Святилище занимался там в основном Бецалель и все, кто ему помогал. Но принести это первое, это начальное осознание своей ответственности. Вот у него поэтому Едвену Лево, у него сердце впервые осознало, что. И опять-таки говорю, это еще раз, вся книга о нас. И вот был период сада, был период Ноха, был период праотцов, и вот наступает период появления нас как вот народ личности или Да. самоосознание, самоидентификация народа. И когда это возникает, да, это то, ради чего все было сделано. Это еще возникнет. Мало того, мы будем знать, что приношения принесли гораздо больше, чем было нужно, и Моше пришел и сказал, не надо больше приносить. Люди несли, и несли, и несли, и несли. Это невероятное ощущение. У нас в современном мире кто-то приходит, ну, скажем так, с юности. Я видел таких людей, вдохновленных людей, молодых. Кто-то приходит в зрелом возрасте, когда у самого появляется достаток, от которого можно что-то отделить вот на эту общность, которая называется еврейским народом. Мы же осознаем ее, что вот бедный, вот средненький, вот богатый, и ни один не может выжить без другого. Богатый не может без общности. Сам по себе человек это частичка.
Да. а вместе это что-то. Так что кто-то в зрелом возрасте, когда появляется возможность, он начинает, кто-то вообще в старости. Бывает, что человек доходит до какого-то возраста, когда он говорит, да мне, в общем-то, честно, у него другое ощущение, он чуть-чуть припоздал, и поэтому он говорит, да, куда я возьму это? Да. Ну, предположим, Хасва Халила, даже наследовать некому. И он начинает выбирать, куда бы это большое, куда, что у него остается, куда бы это уложить с большей, меньшей степенью, так сказать, удовлетворения, что это хоть кому-то принесло пользу. Кто-то там приюты для животных открывает, кто-то, ну, я не знаю, уж совсем детский подход, кто-то оставляет своим питомцам, там, кошкам, собакам оставляет наследство. Да, Ну, такое, немножечко абсурдно. и такое Вот, бывает. да. А кто-то по-взрослому понимает, что он родился евреем, он прожил среди евреев, даже если был не очень внимателен. И он хочет, чтобы и дальше это продолжалось, потому что если не мы, то кто? Если не мы, то кто? Нас всего 15 миллионов. Это то, что называется плюс-минус в Китае. В Китае ошибка может быть 20 при пересчете, Да, плюс-минус да, 20 да, да. миллионов. Вот мы этот плюс-минус Китая по числовому значению. И, и нам каждый человек, и вся наша история настолько дорога. Все зависит от того, как быстро человек это понимает. И как только это становится ему дорого, он знает, как помогать. Он разбирается, что сейчас делает еврейский народ. Если надо построить синагогу, идет и дает на постройку синагоги. Если он знает, что нужно создать библиотеку, потому что без библиотеки тоже не существует евреев, это народ книги, значит, он дает на библиотеку. В общем, вот период взросления и осознания собственной ответственности. Вот что происходит нам. Нам подсказывают, когда ты станешь взрослым, когда ты принесешь, потому что твое сердце расположилось. Расположено. Да, 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 да. да. Потому что правда, кто-то идет, потому что все идут. А почему ты это делаешь? Да потому что бабушка так делала. Это ничего плохого, но это еще пока Нет, не. конечно, Да, ничего плохого, но это пока еще не да, взрослый подход, да, но да, он в да. правильном направлении идет. Так что, да. Ребя, еще один вопрос у меня есть по этой главе. Точнее, не по этой главе вопрос, а вопрос по комментариям к этой главе. И вот в Плауге комментарии говорят, что, по-видимому, вот мне это как-то, я не принял этого комментария, что эта глава написана после уже греха Золотого Тельца. В смысле, она переставлена, а как бы это было после греха Золотого Тельца, вот это было написано. А мне кажется, вот это неверно трактовка. Знаете Я не. почему? А вот мое, так сказать, восприятие. Моисей сидит на горе, ему все это рассказывается, да, а народ там как раз, вот все это дается, да, Маша? А народ там как раз вот, ну, как сказать, нервничает, что ли, да, что что-то не то происходит. И поэтому вот мне, как бы, ну, как, я не знаю, для меня она очень вписывается в контекст, так сказать. То есть, и я не чувствую, что вот она как бы вот переставлена местами что-то здесь. Да, извините, пожалуйста. Вот это Нет, я когда да. читал комментарии, меня это как-то так смутило, я бы Да, сказал. это одно из мнений. Это одно из мнений. И частично я говорил вот в своем занятии, на занятии по недельной главе, я говорил о том, что Шира Ширим раба, это комментарий к песне, как раз приводит к тому, что нет, все в порядке, все закономерно. Вот как вот сейчас, как вы говорите, рассказывается, в это время еще никакого золотого тельца нет, просто инструкция, которая потом воплотится. И здесь Шира Ширим Раба рассматривает храм как как точку, через которую святость Всевышнего, кого-то Всевышнего, слава Всевышнего, она не спадает, не сходит на землю и потом из шатра
и шатра распространяется по всей земле. Поэтому никакого золотого тельца для объяснения этой главы не нужно. Не Это просто, нужно, да, конечно, да. абсолютно. Дело в том, что мы с вами должны задуматься, это вот я говорю, то, что я пытался разобрать в недельной главе. Дело в том, что прошу прощения за, может быть, резкие слова, но дело в том, что наши мудрецы не понимали, зачем нужен храм. Вот так, да? Концептуально сам Шломо говорит, когда построил храм уже, ну, то есть продолжение скинии собрания храм, когда Шломо строит храм, он говорит: Господи, небеса небес не вмещают тебя. Как же такой маленький дом может быть для тебя? Он признает, что это, Шломо признает это абсурдной идеей построить дом для Бога. Но Бог не может жить в это, доме. это другой ракурс, это же не для жизни в доме. Это опять же вот та самая идея сопричастности. Вот человеку, каждому отдельно взятому человеку, вот эту прочувствовать эту сопричастность, находясь каждый в своей точке, это, я думаю, что почти невероятная вещь. Это надо быть, ну, совсем мудрецом надо быть, чтобы, будучи совсем от всех оторванным, понимаете, вот сопричастность ощущать вот с этой вселенной, со Всевышним. А дом как раз дает эту, так сказать, это вот то, что человеку нужно на самом деле. Конечно, это не Всевышнему нужно. 100%, это правда. И Авраам, богатый человек, 400 сабель, 300 сабель, там 300 чем-то у него было, почти 400. Он равен по богатству любому городу, он шейх кочевой. Неужели ему не приходило в голову поставить вот палатку? У меня палатка большая, красивая. И вот я рядышком поставлю палатку большую, красивую. Пусть со мной вместе Всевышний ходит. Почему ему в голову не пришло? Ни ему, ни Ицхаку, ни Якову. Это величайшие люди. Это люди, с которыми Всевышний разговаривал. Он им являлся. И в то же время идеи Бога нет. Я имею в виду идеи дома Бога нет. Дома Бога нет. Идея Да. Бога существует, идеи дома Бога не существует. Существуют жертвенники, где явился. То Им есть, да. им это не нужно было. Это уровень другой. Вот их это тот самый уровень, когда, понимаете, Авраам принял Бога и веровал в него, так сказать, ну вот с того, вот с самого начала, да, вот не всякий человек, так сказать, первенца отнесет на жертвенник. А для него вот этот дом будет что-то значить? Нет. А ведь здесь-то речь идет не о всех таких людях, как Авраам, понимаете, а 600 тысячах и еще больше потом. Вот для чего дом нужен. Не для таких, как Авраам или Моше, или там Мы с вами можем, Яков, ну и так далее. мы с вами можем немножечко, только чуть-чуть пофантазировать. А что, не было бы достаточно просто жертвенника? Вот представьте, 2,5 на 2,5 жертвенника, кованный медью, что-то еще, например, ковчег, в котором вот скрижали лежат. И вот как только жертвенник ставили и начинали прямо посреди поля или на горе, или еще куда поставили, там начинали бы жертвоприношение, сопричастность была бы. Дом-то по что? Думаю, что нет. Знаете почему? Вот у меня тоже на эту тему. Почему именно храм? Ну, это переход к оседлому образу жизни, кочевые дела. Уже есть государство на самом деле. Это же не просто, так сказать, в первый день осели, стали строить храм. Есть уже государство. А государство, вот, и каждый человек, вот эту, как бы это сказать, ну, это точка притяжения, если угодно. Конечно. Вот. Так и говорит Шломо, когда строит свой храм. Он говорит, это точка, куда придет человек. Ага. Ну вот видите, я не знал этих слов, да. Да. Он говорит, если человек придет сюда и будет тебе молиться, не откажи, услышь его молитву. То есть он может
он потом расширяет эту грань. Он говорит, а если он будет в пути, то обратится его сердце, и ты опять-таки услышишь его молитву. То есть он Мгм. вообще в другой стране. Мгм. Храм, вот Мгм. он, но Мгм. сердце обращено. Дело в том, что храм – это очень человеческое. Дом Да, Бога – это очень да, человеческое. да. И вы правильно формулируете, что для Авраама не надо было, он и так его слышал, вот, так сказать, внутренним сердцем своим. Внутренне, да. Да, он его… А эти люди были, ну, скажем так, не все люди вдохновенные. Вот то, что Надав, то, что сердце склонно, кто-то да, кто-то нет. И поэтому, ну, тогда получается, что мы храм строим, учитывая людей, ну, наивных, скажем. То есть вот мудрые люди и так понимают, что Всевышний рядышком, и Он среди нас. А вот для этих, ну, тогда вот наши мудрецы этим и были озабочены. Может быть, лучше просто повоспитывать этих наивных людей, а не строить храм для них? Или это было быстро, слишком, очень быстро? То есть храм быстрее работал, чем воспитание. Но я просто хочу вернуться к тому, что откуда взялась идея Золотого Тельца как оправдание храма, потому что для многих мыслителей Богу дом не нужен. Он, правда, говорит, где будет обитать имя мое. То есть буквально вот напишите, в любом здании напишите имя, и все, и оно сразу становится по содержанию другим. Мы говорили об этом. Мы наполняем содержанием здания. И вот он говорит, там имя мое будет обитать. То есть пойдем к такому-то Богу, будут говорить люди там вокруг, пойдем к такому-то, где это вот там, где имя его нужно будет упоминать. Но это, это концептуально в этом нет необходимости, как только вот для людей наивных. Концептуально в этом нет необходимости. И тогда, да, Можно я здесь вас прерву? Не только наивных. Вот я могу себе представить, это же очень человеческое, так сказать, вот шаббат, да, допустим. Ведь вот это вот такое жесткое, так сказать, вот указание в заповедях, что соблюдайте шаббат, да, оно же ведь не так просто. Ведь можно себе даже представить человека, который даже, вот как бы сказать, вполне, значит, мудрый там и так далее, а вот что-то недоделано, понимаете? Вот надо бы пойти доделать. Вот для таких и написано, что не делай. И пусть твой человек не делает, и дети твои не делают, никто не делает. Понимаете? Ведь, опять же, искушение какое сказать, ну хорошо, я буду, так сказать, я такой вот мудрый, все, а ребенок пойдет сделает. Нет, нельзя. Ну вот то же самое с этим домом, понимаете? Это, как бы сказать, это тоже вот точка и притяжения, и точка напоминания. Вот если вдруг у кого-то там начнет, как бы сказать, вот сомнение, что, ну, слово сомнение нехорошее слово, так сказать, это самое, э, ну, вот заблудился в своих мыслях человек, да, вот оно точка напоминания, понимаете, пойди и там, или жертву принеси и так далее. На самом деле в Торе есть на эту тему, так сказать, слова. Дальше вот, когда, помните, жертвоприношение по всяким поводам. Они же, не, ну там не написано в открытом смысле, если у тебя сомнения есть, так сказать, конечно же. Но перечисляются ситуации, когда могут что-то, вот какие-то вещи быть. Вот. Ну, я не знаю, может быть, я не прав. я употребляю слово наивный, просто чтобы не обидеть тех, о которых мы говорим. А вот, может быть, Потом, вы правильно делаете, что слово наивный. Слово сомнение действительно содержит контекст такой не очень хороший. Правильно, да, вообще лучше наивный, да, конечно. да, это просто вот объединить всех людей, которым нужно что-то вот такое простое, понятное, чем, знаете, не пудрите мне мозги, скажите, как нужно думать. Ну Это вот было да, да, такое, да, да. да, да, да. Вот. Да, вот Э, правильно вы сказали, это очень Да, ну мудро, вот в да. этом смысле это наивность, потому что, так сказать, ну,
предполагает, что человек вот всерьез не продумал и не задумался. Он пока еще на каких-то внешних атрибутах Совершенно зациклен, на верно. Вот внешних оно не атрибутах. глубоко, так сказать, когда Бедию, его именно так. поведение диктуется, вот, как бы сказать, совсем глубокими мотивами. Да. Мы с вами, сейчас я скажу, опять-таки, это было лет, наверное, 5 назад, мы с вами как-то разбирали высказывание Маймонида о том, зачем Всевышний дал жертвоприношение. Он Маймонид уже понимает концептуально, не нужны ему жертвоприношения. И потом у нас пророки говорят, зачем вы топчете дворы мои. То есть если вы душой не прониклись, не поняли, зачем вы это делаете, то что толку в Ваших, вашем да. дыме, в ваших благовониях и так далее. Ничего в этом нет. Это внешние признаки, которые не имеют внутреннего содержания. И Маймонид говорит о внутреннем содержании. Он говорит, что все, что нужно было Всевышнему, это дать Тору, чтобы люди приняли Тору. Но люди в то время, когда он давал их Тору, не поняли бы, почему они должны принять Тору от Бога, который не ест. Вот все едят, а он какой-то особенный. И они могли отшатнуться, потому что он там пишет, потому что он знал премудростью своей, что они привыкли приносить жертвы в капищах. То есть Ага. где-то в Египте кто-то что-то делал и жертвы приносил, и они привыкли, и для них Бог, Элохим, это кто-то, некто, которому нужно приносить жертвы, а взамен он тебя заставляет принять Торы. Хорошо, мы будем приносить жертву, а примем твою Тору. Но Мгм. тогда он сказал, опять-таки, он говорит на арабском языке, Маймонид, он говорит, и Всевышний премудростью своей разрешил им приносить жертвы, но только особым образом. Ну, то есть так, чтобы не было похоже на другие совсем. Вот чтобы они не были похожи на язычников особым образом. И дальше фраза. Это как если бы, ну, то есть то, что Всевышний мог дать Тору без жертвоприношений. Как если бы, говорит Маймонид, к нам сейчас пришел бы Божий человек, имеется в виду пророк, он очень доверял пророчеству, как если бы к нам сейчас пришел пророк и сказал, не надо молиться, надо видеть Всевышнего в мире. Высочайший полет. Видеть Всевышнего в мире. Но Маймонид ведь не сказал, что не надо молиться. Он сказал, это как если бы пришел Да. пророк и сказал нам. То есть мы бы ему не поверили. Во времена Маймонида никто бы не поверил, что молиться не надо, а нужно видеть Всевышнего в мире. Это Слишком абстрактная категория, так сказать. Это, бедию. я думаю, сегодня, если бы такое было бы, многие даже не поняли бы, о чем речь идет, так сказать. Именно Слишком так. абстрактная категория. Именно так. Мы до сих пор находимся на таком уровне, что молитва является нашей связью со Всевышним. Она является нашей связью со Всевышним. Не кавана, мы как-то ее упускаем. Кавана будет, не будет, может быть, не может быть. Кавана – это устремление души, то есть та самая вот невидимая, абстрактная связь, которая иногда пробивает во время молитвы, когда ты понимаешь, как ты разговариваешь, молча. Ты можешь Да, молчать в этот да, момент, а конечно. связь существует. Но если не будет рядом слов, и не будет рядом людей, и не будет рядом молитвы, кавана может наступить, но тогда мы уйдем, как называется, в субъективизм. Субъективизм. Тогда мы можем теперь сами определять, это у нас было, не было, с нами говорил, нам отвечал, мы говорили. И пока весь иудаизм на этом стоит. Ты покажи, что ты делаешь, ты покажи, как ты добр, ты покажи, как ты любишь. Вот покажи. И поэтому мы становимся, одеваем талит, чувствуем друг друга, слышим друг друга, молимся, зная, что за этим стоит более высокое понятие, нежели произнесение слов в определенном порядке. Да,
Но мы не оставляем этого, как наши не оставили, я имею в виду, наши предки не оставили жертвоприношений. В данном случае, да, строительство скинии нужно только исходя из человеческой слабости. Исходя из человеческой... у человека в природе есть потребность в материальных вещах, Да, освященных. Вот об этом говорят комментарии. И поэтому, когда комментаторы, а это, как правило, люди очень высокого понимания, что происходит между Всевышним народом, каждым человеком, они все слышат, понимают, и они удивляются, а можно было бы обойтись без этого? А, И вот поэтому Шира Ширим говорит, нужна быть такая точка, через которую... А что? Как вы помните, я рассказывал, поверни мои ноги туда, где Бога нет, если я лежу ногами в неправильном направлении. То есть, а что, вот 50 метров там что, его нет, или он слабее, а вот в этой точке он сильнее, в той точке у него что, возможностей мало, когда он в каждом микроне пространства может проявить себя. Конечно, опять-таки, все из слабости человека. Но я хочу почему объяснить этот комментарий по Золотого Тельца. Весь комментарий, я говорил об этом, весь комментарий о Золотом Тельце говорит, да нет, евреи не предали Бога, не предали Всевышнего, потому что не видели его чудеса, и там не было Золотого Тельца. Но на Ближнем Востоке существовал обычай изображать и представлять себе так, изображать богов, стоящих на золотом, ну или вообще на быке. Поэтому они смастерили, ушел Моше, непонятно, куда делся Всевышний, не проявляет себя, поэтому они решили постамент поставить, на котором якобы ближневосточные боги привыкли стоять. То есть приходи, у нас все готово. И они да. построили Золотого Тельца как подножье. И тогда храм, ответ, не надо мне ваше подножье в виде золотого, серебряного, какого хотите тельца, потому что это для других богов релевантно, а для меня нет. Уж если хотите мне привлекательное что-то, куда бы я мог поселиться, постройте это вот так. Вот почему это ответ на грех Золотого Тельца. И поэтому он Ага. говорит, нет, это было только после греха, чтобы одно материальное, несущественное, заменить на материальное, релевантное для этого Бога. Ни у кого такого нет, а у нас, у нашего Всевышнего, вот какое должно быть. Это ответ на, на потребность человеческую привлечь Бога и оставить рядом где-то с собой. Поэтому возникает, да, так что вот Ну да, вот такие прочтения возникают. Да, понятно. Ну, когда дойдем до Золотого Тельца, у меня есть что сказать. Вот. хорошо. У меня есть какие-то свои соображения по этому поводу. Спасибо, Ребе, большое. Это Хорошо, вам спасибо за беседу.